Гражданин, сударыня, боярыня, ваше высочество, ваше превосходительство, товарищ. У нас в языке очень много разных обращений к человеку. Какие-то мы уже не используем, какие-то актуальны. В английском языке, вы все прекрасно знаете, есть обращение bro. Вы все прекрасно знаете, есть обращение man, есть dude. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами про обращение bro, bra и все его разновидности. И я покажу вам, для чего, с какой целью они используются. То, о чем мы сегодня будем говорить в нашем видео, попадает под категорию T-Scores Markers. Это те важные слова, которые помогают вам углубиться в культуру изучаемого вами языка. Если вы думаете, что это просто все что-то поверхностное, какой-то сленг, you're not wrong. But there's more to that. Обращение bro, как сокращение слова brother, появилось еще в 16 веке. В книжках религиозных. Так просто сокращали слово brother. B-R-O с точкой. Но произносили его brother. То есть его не произносили bro. Шли годы, все менялось, изменялось. Пришли 2000-е. Появились серферы, скейтбордисты. Bro превратилось из простого обращения к человеку в что-то большее. И начиная с 2010 года значение правописания и контекст слова bro или bra полностью поменялся. Это слово используют разные демографические группы. Безусловно, у вас больше шансов его встретить у молодых людей, тинейджеров, подростков и так далее. Какой целью англофоны используют данное обращение? Одна из основных функций — это показать человеку, с которым вы говорите, что вы находитесь на одной социальной ступени. То есть неважно, из какой вы демографической группы, вы можете быть старше, вы можете быть младше или одного возраста. Когда вы говорите bro, вы показываете, что тем самым вы себя или принижаете, или ставите на одну ступень. Кроме того, когда вы выражаете какой-то негатив, эмоцию, суждение, слово bro помогает сгладить углы. Из моих предыдущих видео вы знаете, что в культуре англофонов не особо принято очернить вашего собеседника или сделать так, чтобы он потерял лицо. В любой ситуации, понятное дело, мы берем everyday communication, а не какие-то частные случаи. Люди стремятся к сглаживанию углов. Так вот это маленькое слово bro или bra, оно именно для этого и предназначено. Понятное дело, когда англофоны это говорят, они говорят это не задумываясь об этом. То есть у них нет в голове, так, сейчас я это слово скажу. Но это уже на подсознании происходит, потому что мы поглощаем контент соцсетей и постоянно участвуем в речевых актах, разговариваем, общаемся с друзьями и тем самым научаемся использовать это, не задумывая. То есть оно переходит у нас в автоматический навык. То есть если вы хотите выразить какую-то ненавязчивую идею, может быть как-то отреагировать, а отрицательно ли, положительно ли, это все может сопровождаться словом bro. Соответственно, вы уже поняли, что оно не используется в своем первозданном значении как сокращение слова brother, хотя многие его так используют. В 2026 году в современном английском языке bro и его значения значительно расширились. Кроме того, если вам нужно отреагировать на какую-то ситуацию, вместо того, чтобы целый параграф или какую-то портянку говорить, вы можете одним словом показать всю глубину эмоций, сказав просто bro. В интернете вы можете видеть bro, B-R-O и B-R-U-H или B-R-A-H. Bro — это самый универсальный вариант, то есть у него разные функции. У bro в основном функция, когда вы хотите показать свое недовольство, свою отрицательную оценку, вы кого-то осуждаете. Негативный какой-то оттенок, но опять же приукрасить немножко и сгладить углы, чтобы это не было очень негативно. Если до этого вам ничего не было понятно, не волнуйтесь, сейчас я вам покажу на примерах, как это работает. Представьте, что вы разговариваете с другом и говорите ему: I accidentally dropped your phone in the toilet. И ваш товарищ вам на это говорит: bro, you serious? В данном случае bro несет как раз в себе вот этот вот элемент отрицательной реакции. То есть он в одном слове, ваш человек, выразил все, что он о вас думает и какая вы редиска. Мы можем заменить bro на bra и больше ничего не говорить. Мы можем выкинуть это you're serious, и здесь в одной фразе будет вся палитра эмоций. Также у
слова bro есть важная функция, когда много людей. На вечеринке, например, там кто-то говорит, там кто-то говорит, там кто-то говорит. А вам срочно нужно прервать это все бла-бла-бла и сказать что-то очень важное или срочное. Так вот, слово bro служит таким образом прерывать. Представьте, что кто-то говорит, сразу 450 человек говорят, и тут вы встреваете в разговор и говорите bro, you've got a big spider on your back. Тут же все сразу все бросили и смотрят, что там что-то ползает по вам. Небольшая зарисовка, бытовая ситуация. Представьте, что супруги разговаривают, супруга задает следующий вопрос. Did you move the laundry over the dryer like you said you would? И супруг говорит, oh shit, I forgot. И супруга на это говорит, bruh. То есть, опять же, она в одной фразе с правильной интонацией, которая идет вниз, flat intonation contour, она выразила все свое недовольство, она его там и обматерила, и послала в одной только в этой маленькой фразе. Кроме того, у слова bro есть функция, когда вы даете команды или чего-то говорите в повелении, это повеление тоже смягчается. То есть в английском языке, когда вы приказываете там set, go и так далее, это нужно аккуратно все делать, потому что не во всех ситуациях это работает. Когда человек говорит come on, bro, или come here, bro, здесь вот это вот смягчение как раз достигается путем использования этого слова. То есть здесь нету прямого обращения, типа брат или чувак, или еще как его переводят. Кстати, на русский язык в таких ситуациях вы bro не переводите. Хотя многие по незнанию этим и занимаются. То есть в русский язык тоже перешло это самое бро, и все в русском языке говорят привет, бро, бро. Вот эта функция слова bro, в английском языке от нее наоборот уходят и идут к другим совершенно функциям. То есть это все в английском языке гораздо сильнее видоизменилось. Вот. А в русский язык перешло первоначальное значение сокращения слова brother. И, кстати, в английском языке в современном варианте bro и bro это не гендерное слово. То есть его используют совершенно все гендеры, которые только могут быть. Это не обязательно используется к парням, к мужчинам и так далее. Пообращайте внимание, когда вы смотрите Reels или когда люди разговаривают в спонтанной речи, это casual беседа, обращайте внимание. Или, например, когда человек вас не понял, вы говорите bro, you're missing the point. Ты сути не понимаешь. Очень такое колкое замечание, поэтому его нужно немного смягчить, так сказать, подложить подушку. И это не надо переводить чувак. Это вообще не чувак, не чувиха. Это, подумайте, в русском языке, как бы вы это смягчили. Выражение, когда вы человеку говорите, ну, ты не улавливаешь суть. Ты, мы можем сказать, у нас в русском языке вы смягчает это все. Вот в английском языке это реализуется через использование слова bro, но это не brother bro. You know what I mean? И буквально, когда я готовился к этому видео, я набрел на вот такой комментарий. На своих экранах вы видите, это был Reel к последнему фильму на Netflix, который называется The Last House, sci-fi thriller. И здесь у нас на сансете поставили билборд, и внутри этого билборда уже 3 дня живет, сегодня, по-моему, последний день, уже, наверное, выпустили бедного чувака, он там живет, с людьми общается посредством вот этой вот доски, и люди пишут комментарии. Вот смотрите, одна из комментирующих написала bro literally posted on F. Здесь bro заменяет нам подлежащее he или the guy, то есть вместо he или the guy, вот в таком контексте casual вы увидите часто, очень часто, это такой компьютерный социальный язык социальных сетей, bro чего-то, чего-то. Очень часто captions пишут к stories, bro, бла-бла-бла. Вы можете такое увидеть, как подпись к животному. Там какой-то бизон, олень, крокодил, ягуар, там что-то кого-то, какая-то обезьянка, что-то. Bro. Обратите внимание на второй комментарий. I thought bro, I thought he, I thought the guy was... Не настоящий, она думала. Она думала, это все... Просто вот картинка такая. Вы все прекрасно знаете слово dude. Слово dude, оно до сих пор осталось. Если люди говорят dude, многие могут определить, сколько вам лет. Older millennials or older Gen Z. Man тоже туда же. Такая же функция у этих слов сохраняется. То есть, когда вы видите в комментариях вот так пишут bro, he or the guy, здесь тоже своего рода удивление. Это, наверное, одни из самых частых функций, когда слово bro или bra используется в современной речи, в современном устном дискурсе.
я больше чем уверен, что гораздо больше значения, особенно если это тинейджеры, у них между собой какой-то секретный код. То, что я сегодня описал, это характерно для людей, начиная от 20 и там, до 40 плюс, они все это используют. С какой целью я записал это видео? Когда вы знаете, почему это происходит и какой смысл в этом всем, вам гораздо легче понимать, что вокруг вас происходит, ну и смотреть контент, поглощать. Напоминаем, что у меня есть Telegram и Instagram, Kirells_English. Всем спасибо, кто пришел на сегодняшний прямой эфир в Инстаграме. Провожу я эфиры в субботу либо воскресенье. Вы можете задать вопрос, я постараюсь на него ответить. Также, если вы хотите индивидуальные уроки со мной, вся информация есть в описании под этим видео. Я желаю всем отличной рабочей недели. Пока.